Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что успех суббрендов Mustang и Bronco означает, что в будущем появятся новые побочные продукты с помощью электрического внедорожника Mustang Mach-E и Bronco Sport, который не пострадал, Ford не сбавляет обороты. Генеральный директор Ford Джим Фарли был сторонником идеи создания суббрендов на основе знаковых шильдиков Blue Oval, начиная с Mustang и Bronco. Учитывая ранний успех этих моделей, когда их имена распространились за пределы их основных оригинальных моделей Mustang и Bronco, Фарли считает, что есть возможность расширить концепцию до большего количества шильдиков. «У нас так много возможностей», — сказал Фарли в интервью. «У нас в компании такое множество идей и увлеченных брендов. Так много в Европе и США. Мы глубоко укоренились. Так что я не думаю, что мы собираемся останавливаться на достигнутом». Идея суббренда восходит к названию первого производительного, полностью электрического внедорожника Ford с батарейным питанием Ford Mustang Mach-E 2021 года. Этот шаг вызвал недовольство некоторых пуристов, которые считали, что всех стилей стиля Mustang в мире, не говоря уже о 480 лошадиных силах и 634 фунт-фут мгновенного крутящего момента, недостаточно, чтобы оправдать прикрепление таблички с названием пони-кара Mustang к четырехдверному кроссоверу. Mach-E представляет собой первое расширение семейства Mustang за 55 лет, а это означает, что он также рискует испортить историю и наследие маслкаров и все те другие священные области, которые могут легко убить смелую идею. Как электрический внедорожник, стал Мустангом Ford начал работу над электромобилем соответствия, названным так потому, что он разрабатывался в соответствии со стандартами выбросов и не более того. Кроссовер Milk Toast, основанный на Ford Fusion, был списан при новом генеральном директоре Джимми Хокетти, но именно его лейтенант Джим Фарли призвал команду использовать Mustang в качестве вдохновения для более спортивного и захватывающего дизайна и динамизма задней части. Приводная платформа могла закачать. Где-то в процессе разработки автомобиль прошел путь от Мустанга до полноценного Мустанга, который был признан достойным значка пони. Любые критики в адрес Mach-E затмевают всякую болтовню фанатов. Тем, кто ездил на одном из них, все равно, как он называется, если он работает так, как было обещано. Тестировщики Motor Trend были впечатлены балансом Mach-E и обнаружили, что это очень весело. В первом квартале Ford продал в США более 6600 внедорожников Mach-E. Bronco становится суббрендом. Создание уличного суббренда вокруг имени Bronco было менее спорным, но, возможно, более запутанным. Это потому, что возвращение Ford Ranger с кузовом на раме Bronco на базе пикапов двух- и четырехдверной конфигурации все еще остается выходом. 2021 Bronco NIS за падения, а некоторые модели не были отложены до 2022 модельного года из-за проблемы цепи поставок. Несмотря на задержки, у нас есть почти 200 тысяч бронирований для Bronco, говорит Фарли. Если все они будут переведены на заказы, это будет 2 года производства. Между тем, новый внедорожник Unibody, разделяющий основы переднего привода с Ford Escape, но с большей проходимостью по бездорожью и квадратным, прочным внешним видом Bronco, является первым представителем семейства на рынке. Bronco Sport 2021 года уже поступил в продажу, и в первом квартале в США было продано более 23 тысяч таких автомобилей и обладает удивительными возможностями. Отличительной чертой нового бренда Bronco является стандартный полный привод. «Я так рад, что мы выделили этот капитал на линейку Bronco», — говорит Фарли. Компактный пикап начального уровня может присоединиться бренд Bronco, а также ожидается, что он будет использовать платформу с передним приводом, используемую Ford Focus в Европе, и новый пикап Maverick, кажется, является ведущим названием, но, возможно, Bronco Courier может сработать будет располагаться ниже Ranger. Грядут больше перемены, успех спин-оффов Mustang и Bronco побуждает Ford продолжать идти по этому пути, объединяя варианты и даже разные стили кузова под единой табличкой. Когда мы представили план, я очень ясно дал понять, что мы также собираемся создавать новые страстные бренды, говорит Фарли. В этом есть маркетинговый смысл. Повышение осведомленности о новой паспортной табличке требует много времени и денег. Использование устаревшего имени означает признание. Мустанг упоминается как минимум в 50 песнях. Бронко был показан в более чем 1200 фильмах,
200 песнях и одной очень известной полицейской погоне со стороны бывшего беглеца. Генеральный директор не уточняет, какие шильдики могут стать суббрендами. Мы можем сделать несколько предположений. В Европе, где Ford продолжает продавать автомобили помимо Mustang, реальный акцент делается на грузовые автомобили. Ford делает большие ставки на прибыль от своих коммерческих автомобилей, поэтому Transit – хорошая ставка. Затем идет Ford F-150. Ford объединяет малотоннажные пикапы с тяжелыми грузовиками под зонтиком серии F категории, которая в совокупности продает около 1,1 миллиона грузовиков в год. Но F-Series как название не так сильно ударило по автомобильной лексике, как F-150. Существует так много отделок и специальных выпусков, что F-150, возможно, уже является суббрендом. Распространено мнение, что бизнес Ford F-150 сам по себе может составить собственную компанию из списка Fortune 500. И это еще не все, поскольку Ford планирует выпустить полностью электрический F-150 в следующем году, что является частью более крупного плана по электрификации своих культовых автомобилей. Raptor также мог бы стать хорошим суббрендом для Ford. В названии Raptor есть реальный потенциал, который в настоящее время присваивается высокоскоростному варианту F-150, способному преодолевать пустыни. Он уже был выделен в суббренд, в некотором смысле, с названием и обработкой, распространенными на пикап Ranger, но не здесь, в США. Ищите искупление этого греха, когда Ranger будет переработан в следующем году или около того. И поскольку Ford обещает реальное увеличение количества табличек с именами, которые еще появятся, включая множество новых электромобилей, вероятно, в разработке находятся суббренды для имен, о которых мы еще не слышали. Это включает в себя планы по выпуску небольших электромобилей для Европы с использованием платформы электромобилей МЭП-партнера Volkswagen. «Мы собираемся расти как компания», — говорит Фарли. «В прекрасных идеях недостатка нет». Итак, чтобы закончить щекотливую тему, что предпочитает Фарли, Mustang или Mustang Mach-E? «Я хочу и то, и другое», — говорит он нам. «Я хочу и то, и другое, потому что у меня есть роскошь иметь более одного автомобиля в моей семье. И да, я хочу Mustang для круиза мечты, и я хочу, чтобы мой Mustang Mach-E, в частности GT, ездил на работу каждый день, и время от времени может быть Бронко. И если я хочу поехать на север в хорошие летние выходные, я, вероятно, возьму свой Mustang. Это зависит от поездки». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.